Гриб дубовый, форма строчковая. Богатырь. О, на бугорках такие стоят. Друзья, всем привет! 25 июля, и мы наконец-то дождались начала волны дубовых белых грибов. Я заехал за своим отцом, мега-профессионалом. Запомните, если он присутствует в видосах, значит видос будет просто бомба. И мы, несмотря на небольшой дождь, выезжаем немедленно. Да, и мы идем туда. И представляете, нам не надо покушать. Нам главное найти, и вы скоро увидите эту красоту. Представляете, вы только что увидели кадры. Тут болотце, тут можно вот таких линей наловить. Но нас это не интересует. Мы рыбу поймаем в другой раз. Нас привлекает вот эта дымка, парность. Почему такое происходит? Потому что земля очень нагретая вчерашним днем. 30 градусов плюс было. И влага, водяной пар начинает конденсироваться. И образовались вот эти вот, эта парность, которая свидетельствует о том, что лес насыщен влагой, и боровики просто лезут. Сейчас поднимают мох, поднимают иголочки, и скоро вы увидите, каких мы найдем. Они уже там ждут нас. Вперед! Шли вот, только обсуждали, что идет дождь, и боровички будут прекрасные, с блестящими шляпками. И вот у нас первая находка есть. Ох, сидит крепко. Да, идеально. Вот, но это березовый белый гриб. Нас интересуют дубовые. Они вот самые первые, идут мега массово. Поэтому двигаемся далее. Ты уже включил? Да, итак, вот первая, так сказать, цель, за которыми мы пришли. Молоденький дубовый белый гриб. Сказка только начинается. Ох, да. Мы их ждали 3 года здесь. У нас вот это место, оно плодоносит массово. Идеально чистый вообще. Красавец. Идеально плодоносит массово раз в 3 года. И вот мы дождались наконец. Сказка продолжается. Так, очередная находочка. Да, вот он. Красавчик. А вот молодой красавчик. Вот. Вот. Ох, идеально. И вон еще третий торчит. Так, его я цепану. Давай. Да, прекрасные находочки. Да, отлично. Красота. Длинноногий. Свежайший. В этом месте у нас всегда росли дубовые белые грибы, а в этом сезоне почему-то здесь пока что мы находим в основном березовую форму. Они, конечно, не менее прекрасны, но удивительно. Если кто-то в курсе, напишите, почему так происходит. Я, значит, шел и услышал одно слово от отца. 7. Немедленно прибыл, и тут, к сожалению, мы не успели. Вот это стоит первый. И здесь вот уже прям огромного размера грибочки стоят, на которые мы, к сожалению, не успели. Вот прям уже мягкая шляпка, мы трогать не будем. С другой стороны дерева наблюдаются также вот большие экземпляры. Да, обидно, но для нас тоже кое-что выросло. Замечательная парочка. Причем они сидят как будто бы на веточке, как весенние грибы, строчки, собственно.
Гриб дубовый, форма строчковая. Вашему вниманию. О, вот за такими чудесами мы и ехали. Класс. Все-таки малыши растут. И это не может не радовать. Вот такие замечательные лезут. Вот. Интересно, что будет по итогу. Но по ощущениям уже по первым вот метрам сегодня будет десятки, но не сотни. Сотни будут немножко попозже. Дождь усиливается тем временем. Но грибочки продолжают стоять. Друзья, дождь валит, а мы его не чувствуем. Просто такая красота вот растет. Вот как на столе. О, Стоят класс. красавцы. Насквозь мокрые и насквозь счастливые. Так, где-то еще были. Сейчас я попробую показать. Надеюсь, телефон еще жив. Динамик жив. Опа, вот такие. Фокус не ловит. О, вот они. На бугорках такие стоят. Так, теперь не потерять, забрать все. Да. Так. И далее продвигаемся. Вот этот уже взрословатый брать не будем. Маленький я забрал, да. И вот еще такой. О. Экран уже не нажимается, чтобы поймать фокус от воды. Ох, красота, конечно. Вот такая. Очередная парочка попалась. Так, опа. Вот такая. Вот такие красавцы. Ох, нога. Дубовый белый гриб. Так, здесь березовая форма. Болетус эдулис, так сказать. Друзья, посмотрите, если вы читали роман произведения Короткевича «Дикая охота короля Сага», когда молодого учителя на телеге везли куда-то в дикую глухую деревню, он ехал и любовался боровиками, и были произнесены такие слова, что здесь боровик рождается, живет и умирает, и никто его не трогает. Посмотрите, вот мы не трогали их, вот они так живут. Рождаются, живут и умирают. Вот. Я только потрогал, один упал. Этот еще стоит. Мы их трогать не будем. Они так и останутся стоять. Так, идеальное место. Бывшие вот просеки, когда сеяли деревья. Рыхлая почва, деформированная. И грибница очень любит такие места, ввиду того, что думает, здесь что-то не так. Ей неудобно ползти к следующему дереву, и она дает свои плодовые тела. Вот такие боровички. Ух ты! Вот красавец, да. Богатырь. Машина вообще капец, да. В мертвопокровном ельнике растут только такие грибы. Да, красавцы. И лисички тоже. Не менее покажи большую. очаровательные. Лисички вообще, я таких Да. не встречал, огромные. А там еще есть. Так, продвигаемся немножко дальше. Ага. Опа. Вот. На овражке двоечка сидит. О, ух, отличная. Охота продолжается. 3 ряда вот посеяны елки, а между ними, вернее, по обе стороны лиственные деревья, в основном дубы. Вот, собственно, поэтому дубовые боровички тут и любят расти. И вот очередной малыш. Ох, отличное качество. Так, немножко далее я отошел. Очередная сочнейшая находка. Ух, шляпки, конечно, под дождем вообще просто супер. Так, а тут
такая любопытная находка. Вот боровичок, нога мега крепкая. Вот он чистый. И шляпку прям вот кто-то сгрыз. Кто это, мышь или белка? Напишите, кто ест грибочки. Опа. Так, сладкая парочка попалась наконец-то. Вот такие. Так, путешествуем по дорогам. И вот малыши сидят. Совсем маленькие. Опа, пузатенькие. Так, раз. И вот еще один. О. Ох, просто как камень. Это радует, то, что они лезут. Будем искать. Очень жесткий пошел ливень, потемнело. Просто жесть. Вот, но боровички сидят. Небольшие, вот, подкусанные. У этого шляпка мягкая, то есть нога. Вот этот очень крепкий, хороший. Так, вот еще один малыш. Вот таких мы собираем. Только что немножко словил флешбеки из весны, когда собирались строчки, сморчки. Вот здесь боровичок попался, похоже на строчок гигантский, шляпка. А тут вот их два было, и они срослись, ландыши мешали им расти, и вот оставили такие интересные отпечатки. Любопытно. Что ж, вот мы и доехали наконец домой, насквозь все промокли, дождевики не помогали, все насквозь промокло. Вот такие замечательные у нас сегодня находки. Король сегодняшнего дня, вот такой огромный, как прям дуб, реально оправдывает свое название. Ножка, конечно, немножко червивая, отличительная особенность дубовых белых грибов, то что они вкусные не только для людей, но и для насекомых в особенности, и только в молодом возрасте грибы чистые. И то далеко не всегда. Вот что еще хотел сказать по наблюдениям вот по сбору грибов. Дней 10 назад была температурная провокация, так называемая. Ночью температура упала там до 10 градусов, по-моему, шли дожди, и было идеальное вот время, чтобы грибница начала плодоносить. И 10 дней назад я поехал проверить белые грибы, вот эти дубовые, хотя обычно они в конце июля, мы их собираем. У нас вот есть два места, я поехал только в одно, там не было ничего, и это место не было там, где вот сегодня вы смотрели видео, и там почему-то было пусто, и если бы я вот дней 10 назад тогда поехал вот в это место, то те поляны, вот, которые мы нашли из уже очень взрослых грибов, мы бы их собрали. Вот, еще также вот мне немножко непонятно и интересно, обычно вот мы собираем их сотнями, когда вот мы нашли вот таких вот маленьких штучек 20 первый раз, а 2 дня назад была произведена разведка и были найдены первые грибы, я думал, что сегодня мы уже будем брать сотнями, но почему-то только десятками, вот здесь может быть штучек 40 у нас всего есть. И второе место пока молчит, и вот это очень любопытный факт для меня, потому что за 9 лет это первый раз, когда плодоносит только одно место, а второе там вообще ничего нет. Вот, так что будем наблюдать. Подписывайтесь на канал, следите за новостями. Через 2 дня мы поедем и будем проверять дальше. И по-любому будут вот такие замечательные находочки. Все, всем пока.